20 мая 2023 года. Новосибирский академгородок. Две девочки, Таня и Катя, вместе возвращаются со школы. Тане 10, а Кате 12 лет. Навстречу подругам идет мужчина. Девочки разговаривают, смеются и не обращают на него никакого внимания. А у незнакомца в этот момент в голове рождается омерзительная идея. Он приближается к школьницам и говорит, что если они не сделают все, чего он хочет, то он убьет их. У него при себе пистолет и граната, и он готов пустить их в ход. Мужчина заводит девочек за гаражи и под угрозой убийства насилует их. Школьницы рассказывают о том, что произошло своим семьям, и те обращаются в полицию. Катя вспоминает, что мужчина носил военную форму зеленого цвета, а на правом плече у него была эмблема с черепом. Сергею Шахматову по кличке Шайба 42 года. Он уроженец города Искитим в Новосибирской области. Преступление Шахматов начинает совершать практически сразу, как только вступает в сознательный возраст, и будет совершать их всю свою жизнь. Первый раз Сергея судят еще в 96 году, на тот момент ему всего 14 лет. Он совершил кражу в соседнем от Искитима Бердске. За это Шахматова на 2 года отправляют в воспитательную колонию в Новосибирске. На свободу он выходит в феврале 98-го, но наслаждается ей недолго. Казалось бы, молодой парень, да, были проблемы с законом, но жизнь дает второй шанс. Закончи школу нормально, найди работу. Но нет. Уже в 99 году Шахматова опять судят за кражу. Ему тогда было 17 лет. Его приговаривают к 2,5 годам лишения свободы. Освобождается Шахматов летом 2002-го, но уже осенью того же года опять совершает кражу. На рынке в Искитиме вытаскивает из кармана мужчины кошелек. Несмотря на предыдущие судимости, суд не оставляет его дожидаться приговора в СИЗО. Его отпускают под подписку о невыезде, и Шахматов решает скрыться. Он уезжает из Искитима и в бегах успевает совершить еще одно преступление. В январе 2003-го вместе с сообщником грабит чужую квартиру. Его находят, и суд приговаривает его к 3 годам тюрьмы. Сергей Шахматов выходит из колонии 3 мая 2006-го, и, кто бы мог подумать, всего через 3 недели снова совершает кражу, получает 2,5 года. В 2008-м выходит и снова обкрадывает человека. Опять бежит из-под ареста. Потом его ловят и дают 5 лет заключения. В колонии в Новосибирске он открывает дивный мир телефонного мошенничества. Оказывается, воровать можно даже в неволе. Шахматов пытается выйти на потенциальных жертв, наугад набирая случайные цифры. Так он дозванивается до пожилого мужчины, убеждает его, что его сын якобы задержан милицией, а чтобы его отпустили, надо заплатить 20 тысяч рублей. Испуганного пенсионера Шахматов обманом заставляет перевести деньги через Сбербанк на имя своей матери. Он уверяет ее, что это деньги от родственников сокамерника, и надо их передать. В августе 2011-го все выясняется, и Шахматову накидывают еще 2 года колонии. Но он только еще больше входит во вкус. Теперь мошенничество по телефону – его постоянная деятельность. В 2012 году таким же способом он дозванивается из тюрьмы до пенсионерки. Представляется ее внуком и кричит, что убил человека и сейчас находится в полиции. Перепуганная женщина даже ничего не успевает спросить. Внук перебивает ее и говорит, что передает трубку полицейскому. Уже под личиной сотрудника полиции Шахматов заявляет, что парню грозит большой срок, но проблему можно решить за 800 тысяч рублей. Пенсионерка в ужасе. Таких денег она отродясь не видела. У нее есть только 10 тысяч. «Хватит и этого», — уверяет ее псевдополицейский. «Давайте скорее переводите деньги на наш счет». Позже обманутой женщине позвонил ее внук. Он в полном порядке, никто его не задерживал. За очередное мошенничество Сергею Шахматову увеличивают срок на 2,5 года.
Пока преступник находится за решеткой, он лишается квартиры. Его единственным домом становится тюрьма, и из нее он выходить не собирается. В 2013 году его снова судят все за то же. Срок Шахматова увеличивается до 6 лет. Следующий год у преступника плодотворный. Он совершает сразу 19 эпизодов телефонного мошенничества, и срок увеличивают до 7,5 лет. К 2017 году Сергей Шахматов становится настоящей звездой тюремных колл-центров. Он теперь участник небольшой, но настоящей ОПГ, в которой кроме него состоят еще 2 заключенных. Вместе мошенники прямо из тюрьмы обманывают пожилых людей, каждый раз по одному сценарию. Звонят жертвам, сообщают, что их родные попали в сложную ситуацию и для их спасения требуют срочно перевести деньги. На счет этой группировки следствие записывает 26 эпизодов телефонного мошенничества, за которые в декабре 2017 года Шахматову увеличат тюремный срок до 11 лет. К 22-му он успевает совершить еще несколько эпизодов мошенничества. Его снова осуждают на 5 лет. Так Шахматов и живет в колонии долгое время. Обзаводится новым мобильником, перебирает случайные номера и обманывает жертву. Тюремщики на все закрывают глаза. Несмотря на гигантское количество приговоров, никто не знает, сколько всего доверчивых пенсионеров успел обмануть мошенник. Есть такой типаж преступников, которые настолько деградировали, что совершенно не могут жить нормальной жизнью на воле. Шахматов такой путь начал еще в 14 лет, и лучше бы система шла ему навстречу и не выпускала из своих объятий. Но все поменяла война в Украине. Весь 22-й год у российской армии огромные потери и жесткий дефицит солдат. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начинает вербовать на фронт заключенных из российских тюрем. Он обещает помилование после полугода службы, если, конечно, им удастся остаться в живых. В поисках добровольцев вербовщики Вагнера приезжают во многие российские колонии. Среди них и та, в которой сидит Сергей Шахматов. 1 ноября 2022 года Путин подписывает указ о его помиловании. 12 ноября он уходит на фронт. Там Шахматов проводит полгода, ровно столько, сколько нужно для освобождения, ни днем больше. Ему везет, он остается в живых. Контракт с ЧВК «Вагнер» истекает 19 мая 2023 года, и преступник возвращается на родину в статусе свободного человека. Нетрудно догадаться, что будет дальше. Шахматов все тот же преступник, который не может нормально жить в обществе. Правда, война на него все же повлияла. Сделала смелее, злее. Позволила считать, что он герой СВО, и все грехи за это спишут. 20 мая он разгуливает по Новосибирскому академгородку. Это буквально первый его день на свободе. Он даже не успел сменить форму на гражданскую одежду. На улице Шахматов видит 10-летнюю Таню и 12-летнюю Катю. Останавливает их, обещает отрезать им головы, говорит, что у него есть пистолет и граната, которую он подорвет, если девочки закричат. Силой и угрозами Шахматов заставляет детей пойти с ним за гаражи на улице Разъездной. Там он совершает надругательство над обеими школьницами. Одну принуждает к оральному сексу, а другую насилует. Академгородок — это такой заповедничек в рамках мегаполиса. Он достаточно далеко от центра города расположен. Это в основном малоэтажная застройка, вокруг лес, жители преимущественно. Это размывается потихонечку, но тем не менее это преимущественно сотрудники либо Сибирского отделения Российской академии наук, то есть это научные институты, либо Новосибирского университета, либо каких-то вот смежных предприятий, то есть такой интеллигентный достаточно народ, предпочитающий спокойную жизнь, и, конечно же, преступление такого рода — это огромный шок для общественности академгородковской. Дома Катя рассказывает обо всем тете. Она вспоминает изображение черепа на военном шевроне насильника. Шахматова задерживают на следующий день в соседнем Бердске. Свою вину он не отрицает, но заявляет, что был под алкоголем и наркотиками и себя не контролировал. 28 февраля 2024 года Новосибирский областной суд приговаривает Сергея Шахматова к 17 годам колонии строгого режима. Через несколько дней после этого страшного преступления, 31 мая 2023 года, Евгений Пригожин приезжает в Новосибирск и дает пресс-конференцию. На встрече с журналистами он подтверждает, что Шахматов был вагнеровцем и воевал в Украине, но заявляет, что взял бойцов из того, что было, а изнасилований в России много и без них.
И брал я в основном тех, кто совершает тяжкие преступления, старался за всякие мелкие нарушения не брать, потому что у него там полгода-год срок, ему смысла нет никакого воевать. То, что он сделал, безусловно, это очень плохо. Но, кстати, я уже тоже обращался к СМИ. Ребята, ну этих насильников, их просто немерено, к сожалению. И изнасилований в день происходит, там, не знаю, по стране штук 20, может 50. Только власти умалчивают, что за свои деяния помилованные вагнеровцы получают куда более мягкие сроки, чем остальные преступники. Много лет Сергей Шахматов цинично обманывал пожилых людей, крал у них последние деньги. Он должен был сидеть, но вышел на свободу благодаря Путину. Эта история хорошо показывает, чем плоха идея освобождать преступников, не понесших наказания. Но еще это история о том, что с людьми делает война. Да, Шахматов был отморозком всю свою жизнь, еще со школьной скамьи. Но участие в боевых действиях еще больше озлобило его, стерло последние границы. Оказавшись на свободе, он в первый же день надругался над маленькими девочками. Прямо сейчас по улицам городов и сел нашей страны ходят тысячи таких, как Шахматов, грабителей, насильников, убийц, помилованных Путиным за участие в войне. Уже совершены сотни рецидивов, и новые преступления – лишь вопрос времени. Пожалуйста, поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей знали о происходящем. И будьте осторожны.